Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, мы с вами вместе посмотрим новую коллекцию «Весна-лето 2022» от французского дома Lanvin, презентация которой состоялась на неделе моды в Париже. Креативный директор и ведущий дизайнер компании Бруно Сиалелли представил на суд зрителей яркую, необычную, можно даже сказать, гламурно-позитивную линейку модных образов, часть которых вполне идеальна для любой шумной вечеринки. Дофаминовый гардероб и наряды для супергероев. Так, в двух словах я бы озвучила главную тему – новое направление коллекции весенне-летнего сезона. Открывали показ модели в эффектных мини с ярким акцентом на грудь и в фантастических атласных босоножках на высокой платформе. Эта роскошная обувь с первой минуты приворожила к себе многих отчаянных модниц. Далее вы увидите, как в модные образы дизайнер щедро добавил порцию элегантности с традиционной долей французского шарма. Тренчи в бежевом тоне хороши как в женской версии, так и в мужской. К слову сказать, в этом сезоне Lanvin, как и многие другие бренды, объединил в одном показе мужскую и женскую линейки. Немалую часть коллекции наполнили наряды с флористическим принтом. Топы, рубашки, комбинезоны, сарафаны на тонких бретелях, юбки с пышным подолом, очаровательные панамы и даже обувь. Все покрыто романтическим цветочным узором. Еще один хайлайт шоу – вещи с металлизированной пушистой бахромой. Смелым и дерзким максималистам Бруно Сиалелли настоятельно советует облачиться в сверкающие наряды, усыпанные танцующей бахромой буквально с головы до ног, и ни в какую не соглашаться на полумеры. При дальнейшем просмотре модного ряда, друзья, вы наверняка заметите, что у дома Lanvin в приоритете теперь довольно неожиданные главные герои. На безрукавках, укороченных топах и платьях вдруг появились принты с Бэтменом и Робином, а на некоторых еще и с летящим на полной скорости Бэтмобилем. Правда, все вместе это мало похоже на образы жителей мрачного Готэм-Сити. Напротив, коллекция выглядит подчеркнуто позитивной, обильно декорированной и очень нарядной. Отличный пример того, что уже в трендах 2022 прозвали не иначе, как дофаминовый гардероб. Это некая новая посткарантинная модель поведения, при которой стремятся покупать и носить все самое нарядное, экстравагантное и подчеркнуто жизнерадостное, в том числе и немного мультяшное. Выглядит так, словно у нас каждый день веселая и шумная вечеринка. Что, по мнению дизайнеров и модных стилистов, вполне разумно. Никогда ведь не знаешь, в какой момент объявят очередной локдаун. Так что в новой коллекции Сиалелли не слишком себя ограничивал в части декоративных решений. Здесь нашлось место и блесткам, и вышивка стразами, тканям с металлизированной фактурой и удивительным аксессуарам в виде сумки-кошки, звездочки или сердечка, а также украшениям в форме цветов. В каком-то смысле все эти ультранарядные вещи и есть супергеройская форма, которая способна подарить нам уверенность в себе. Ну а более буквальная ее версия досталась великолепной Наоми Кэмпбелл, которая закрывала показ. Роскошный ансамбль вы увидите в финальной части ролика. Супермодель царственно прошлась по подиуму в брючном костюме, дополненном длинным черным плащом. Да-да, совсем как у Бэтмена, летящего спасать жителей Готэм-Сити от коварных злодеев. Большая часть модной публики назвала новую линейку от Lanvin новаторской и фантастичной. Кому-то модные образы показались очень праздничными, изящными и по-настоящему кутюрными, а кому-то достаточно привлекательными, но вполне повседневными. В общем, та еще головоломка. А я лишь скажу так, здесь есть к чему присмотреться и над чем задуматься. Главное, основная задача всей творческой команды модного дома Lanvin остается по-прежнему неизменной – создавать одежду, которую хочется носить. А как получилось с этой задачей справиться, судить вам, друзья. Смотрите, оценивайте, жду с интересом ваше мнение в комментариях. Приятного просмотра, хорошего дня, ярких встреч и добрых улыбок. Всем красоты и весеннего, солнечного настроения!